Привет! У меня слишком много друзей, чтобы разговаривать с каждым из них по телефону, поэтому я часто общаюсь в социальных сетях. Сегодня я хочу выяснить отношение людей к современным способам общения. А как вы предпочитаете оставаться на связи? Для меня основной способ оставаться на связи с друзьями — это электронная почта, и еще я пользуюсь мобильным телефоном. Мне больше всего нравится живое общение. Предпочитаю говорить с глазу на глаз, но помимо этого я болтаю по телефону, пишу письма, отправляю имейлы. Я думаю, важно поддерживать связь с друзьями. У меня есть узкий круг друзей, с которыми мы раз в месяц собираемся на ужин. Мы делаем это по кругу. Ну, знаете, мы по очереди готовим друг для друга ужин. И мы делаем это регулярно. Я поддерживаю контакты со своими друзьями по электронной почте. Ну, я отправляла ужасно много открыток и писем до появления электронной почты. Электронная почта. Я все еще пишу письма, некоторые текстовые мессенджеры, телефонные звонки. О, мой телефон. Мой телефон — это вся моя жизнь. Я использую его для всего. Ненавижу компьютеры. Помогли ли нам современные технологии лучше общаться? Нет, я думаю, что нам кажется, что мы можем общаться лучше, но на самом деле они просто скрывают наш страх общения честным и открытым способом. Мы можем мгновенно связаться с кем-либо по мобильному телефону. Это дало нам больше возможностей, хоть я и немного технофоб, и я не использую какие-либо социальные сети. Я бы точно не стал экспертом в Твиттере, но я знаю, что он открыт к моему использованию, если бы я захотел. Но меня это мало привлекает. Теоретически оно должно быть лучше, но на практике вам иногда приходится разговаривать по телефону. Это так, если речь идет только о коммуникации. Ну, например, с кем-то, кто далеко. Технологии тут помогают. Но с другой стороны, я думаю, что это не так, потому что технологии уменьшают реальные встречи, живое общение. Я думаю, что многие люди все еще чувствуют себя изолированными, хотя мы общаемся гораздо больше, чем когда-либо. Нет, я думаю, что технологии, вероятно, сделали его намного хуже, потому что люди недостаточно общаются лично. И они полагаются на текст, сообщения, и бывает сложно донести мысль, не видя перед собой человека. Так к каким последствиям могут привести современные методы общения? Я думаю, что современная коммуникация может вызвать много разных проблем. Распространенным было бы отправить электронное письмо не тому человеку, наверное. Я сама несколько раз так делала. Электронная почта. Когда нужно что-то отправить преподавателю, я вечно отправляю не то и не туда. Если вы тоже отправляете неправильные вещи неправильным людям, то мы точно с вами подружимся. Гораздо легче быть неправильно понятым, например, если вы пишете электронное письмо. Когда я работала, я помню, что отправляла очень важное электронное письмо председателю управления школы, в которой работала. И я быстро печатала в конце и, подписывая имейл своим именем, то есть Сара, я набрала «Сатана» по ошибке. И я его отправила.